Стали известны танки, которые добавят в следующем втором сезоне, который выйдет 2 сентября. Наконец-то у агента Эмбер появится еще один новый танк. Это американский огнеметный танк М1150. На внешний вид выглядит, конечно, необычно, но в реальности, скорее всего, это будет очень ситуативная залупа, которая будет очень плохо играться в большинстве ситуаций. Потому что если у нас и так большинство тяжелой техники, кроме Челленджера, на данный момент мертвые из-за плохой дальности стрельбы, у огнемета, скорее всего, будет дальность стрельбы еще меньше, чем у Абрамса. А у Абрамса, я вам напомню, 80 метров. Здесь, скорее всего, будет хуже. Поэтому на большинстве карт вы его нормально реализовать не сможете. А если у него еще и броня не будет лучше, чем у Абрамса, то это вообще будет полное д***ище. А броню ему можно сделать и получше, чем у Абрамса, потому что у них база одинаковая. Также в новом сезоне будет добавлен новый агент Гамбит, которого мы могли видеть на Gamescom в прошлом году. И у него будет два танка. Один старый танк, который мы могли видеть на первом и втором альфа-тесте, это экранированный М60. Как по мне, танк такой средней паршивости. Особо интересного в нем ничего нет, чисто прокачать и забыть. Кстати, забыл сказать, что агенты Гамбит, эти оба танка, будут в классе тяжелых. И последний, третий танк, уже более интересный, который, я думаю, многие из вас ждут, потому что это советский танк. Это Т-72. Когда-то был в классе атакующих, теперь его перенесли в класс тяжелой техники. И тут уже на нем остановимся чуть-чуть поподробней. У танка будет бронебойно-фугасный снаряд и барабан на 4 снаряда. Перезарядка барабана 10 секунд и перезарядка между выстрелами предположительно 4 секунды, если судить по тому геймплею, который разработчики показали в своем видео. Очень надеюсь, что этот танк будет хотя бы хорошим, а не будет вторым Абрамсом, который дальше 80 метров не может нанести урон. Уважаемые разработчики, сделайте наконец-то нормальный тяжелый танк, чтобы у него была нормальная эффективная дальность стрельбы и чтобы он не был полным фаршем, как и тот же Абрамс, который дальше своей эффективной дальности ничего сделать не может. Пока у вас есть время, почти 3 недели, сделайте ему нормальный ТТХ, чтобы можно было на советском танке играть, тем более в нашей игре с советской техникой проблемы. Как вы знаете, у нас есть два это Т-62 и объект 287. И хотелось бы, чтобы Т-72 был хотя бы просто хорошим, а лучше всего был очень хорошим. Поэтому сделайте по-нормальному, время у вас есть. Ну и барабан, конечно, это такая спорная механика. Барабаны в нашей игре, особенно с долгой перезарядкой, не жизнеспособны. Поэтому я надеюсь, эту перезарядку барабана можно будет как-то раскачать. По способностям тоже попробую предугадать, что будет у этого танка. На первом альфа-тесте у этого танка была способность ускорения скорости заднего хода. Потому что, скорее всего, у этого танка плохая скорость назад, я точно не помню, потому что это все-таки было давно. И вторая новая способность, которую мы могли видеть на видео, это Tesla Disc. Скорее всего, что-то будет связано с электричеством. Очень надеюсь, что данный танк получится хорошим и не будет таким как Абрамс.